надо перейти. Эти какой-то тип на велике свернул в лес. И где-то пропал, короче, блин, я не вижу где. Откуда он взялся, блин, непонятно. Перешел дорогу. Блин, тут такие заросли. Я еще плюсы такой острые. Вот такое, блин. Ладно, начнем с того, что из-за чего вообще я решил уйти. Я жил в Украине, как бы, ну, жил, скажем так, я обычный работяга, скажем так, среднестатистический граждан, там ничего, никаких ни в структурах не состою, ничего, все просто работаю, просто семья, ращу ребенка и все. И нормально все было до того момента, когда появились вот эти, блин, ТЦК. Это, ну, я не знаю, там назвать их людьми, они не люди, они просто мрази, по-другому их не назвать. В 22 году тогда было попроще. Меня как бы приняли там на блокпосту, остановили, там начали документы, то, там, ну, и выписывали повестку. Я не захотел ее брать. По итогу, короче, меня 6 человек заломало и отвезли в военкомат. Там, ну, сказать, что били, тогда сильно как бы не били, потому что их 6, они напрыгнули там за руки, за ноги, связали меня, отвезли в военкомат. В военкомате там, опять же, на тот момент было попроще. Они там мне выписали повестку на ВЛК. Я им сразу же в военкомате сказал, что я туда не пойду, на это ВЛК. Они сказали, ну как хочешь, я ушел. Все. После того я ездил, и у меня просто работа такая была, мне нужно много было ездить по городу. И мне эти повестки вручили еще 5 раз. Тоже на блокпостах, таких, что по городу. Я старался с города не выезжать, потому что первую мне как раз на выезде из города дали. А эти, ну, останавливались там, типа были, не был на повестку. Я забирал ее там и спокойно уезжал. Ну и все это длилось как бы до ноября вот какого это года, получается, 24 года. Когда начались вот эти там в ноябре, там крепко там такие облавы именно по Харькову, там, блин, дороги перекрывали, их там, блин, по 15, по 20, по 30 человек. Я там отсиделся недельку дома, потом смотрю, блин, ну думаю, ну что сидеть, ну блин, сколько сидеть. Думаю, ну, надо все равно там работать. Работал так аккуратно. Есть же там группы, где там рассказываются, где стоят эти ЦКшники. Смотрел. Но опять же, эти группы там, блин, сейчас написали, что они стоят вот тут. Через 5 минут они там в другом месте. И там, ну, было такое, что я и видел, и ускользал там, и объезжал, как бы. Ну и в один прекрасный момент, там не буду рассказывать всю историю, как, ну, меня необычно, не так, как на посту там приняли, не знаю, может кто-то меня там как-то на водку дал для них или что, ну, в итоге, короче, встретился я с этими ТЦКшниками, там скорее, кроме ТЦКшников, там были еще там люди из других структур, как мне уже потом рассказали, там сами ТЦКшники. Короче, забрали. Они мне такие условия сказали так, или поедем на нашей машине, или на вашей с нашими сотрудниками. Я говорю, да на моей с вашими сотрудниками. Ну, мне просто машину как бы бросать там в том месте было не совсем интересно. Ну, ехал, думаю, сейчас они сядут, я где-то там по дороге выпрыгну. Такой возможности, скажем так, не предоставилось, потому что там один сидел сзади, другой сидел сбоку. Я думаю, я сейчас только двери открою, до ручки потянусь. Понятно, что они меня там схватят за рукав-то и все. Короче, приехали на ВЛК. Ну, я не знал, куда ехать. Там они говорят, сюда, там приехал, это ВЛК. Я зашел, там куча народа, просто куча, забита битком было. Публика такая, конечно, разношерстная, скажем так. Да, ну я думаю, сейчас я где-то отсюда там петляну. Захожу, ага, тут куча мусоров на входе, куча этих там в форме, куча в гражданском, они все стоят на ступеньках, стоят там, завели сюда, жди, вот тут вот столик вот этот, блин. Я же сразу смотрю, думаю, как же ж отсюда сейчас на лыжи дать. И понимаю, что, блин, нифига, вот это тут, ну, вижу, что вот это тут сидит, короче, в граждане переодетый, вот этот сидит тоже в граждане, там на улице стоят мусора, я просто отсюда не выскочу и все. Ну, я ж такой хожу, такой приглядываюсь, хоп, тоже там
тип подходит по граждане такой, да ты не дергайся, ты стой. Я говорю, а ты кто такой? Да ты там тише. Ну, короче, разговор такой, какой-то быдло-то такой, сявота, блин, короче, гопники, вот чисто гопники. Этот, ну, я понял, что они вот ты ходишь, они за тобой ходят. Да, и они, давай, давай ВЛК там проходи туда-сюда. Я говорю, да я не готов, там начал там рассказывать там историю, ну, там по-своему. Вообще, вот, людей вообще там ничего, ну, никакие вообще там, им, ну, походу за нас там платят бабки, головы наши уже проданы, им там абсолютно все равно. Абсолютно все равно, что у тебя там за обстоятельства, абсолютно. Тем более я так рассказывал, говорю, давайте, я говорю, давайте как бы не сегодня там, не сегодня. Я говорю, там не отказываюсь, но не сегодня. Они, да ты отказываешься, там повели там подвальчик, там в подвальчике ты отказываешься, и кроме меня еще 3 человека таких, что тоже не захотели. Ну, один там с бумагами, у него просто на месте не было, а другой просто сказал, не хочу. Они, ну, вот эти не хотят, там, давайте их везите, там, выводят нас троих, садят в машину, я сажусь сразу, уже не помню, короче, я сел наперед, по-моему, да, я смотрю, это такой, короче, на бляхах был, на еврономерах, этот Мерседесик, по-моему, там что-то такое было. И он, короче, он если закрывается, ее там снутри не откроешь, получается. А я тоже, я думал, сейчас я там дверки открою, выбежу, я смотрю, ну, не получается. Там тоже привозят в другое место. Я так понял, это военкомат там был, что. Да, потому что ВЛК это там поликлиника была, а это привозят в военкомат. Там все, там это, ну, вот как зона там, блин, оно просто там бетонные стены, все проволока, ягозой затянуто, там по звонку он звонит, эти открывают двери, заезжаем, там ведут вот так, ну, просто тебя как, ну, как заключенного просто заводят, там не покурить, ничего, заводят, отдавай телефон. Я говорю, блин, ну а как это отдавать телефон? Ну, я его сразу выключил. Говорю, хоть номерок какой-то или что, ну как это? Говорю, это моя вещь там. Да вообще не волнует, короче, никого. Забрали этот телефон, выдали номерок, правда. Ну и все, заходим, да, втроем, там, ждите вот тут. Ну и потом по одному вызывают. Меня вызвали первого, и, короче, так объяснили, что нужно подписать эти бумаги на ВЛК, что я вышел оттуда, грубо говоря, там с сломанными ребрами, с набитой головой, били крепко, очень крепко, скажем так. Я думаю, блин, ну за что толку, сейчас я тут буду упираться, я смотрю, убежать я не могу, упираться, ну, бьют крепко, думаю, сейчас лишусь здоровья, да и все. И один фиг они меня сломают, один фиг мне придется подписать, думаю, ладно, будем дальше смотреть там на развитие событий. Потом второго вызвали, такая же там история, третьего потом позвали, он там, ну он какой-то там был, короче, с пластиной в голове, он сказал, меня не бейте, у меня правда бумаги, я там ничего не отказываюсь, ну забрали. Да, короче, вышли опять, и вот этого, а этот третий, он не соглашался, его там били-били, он все равно потом зашел, там весь в кровях, и говорит, я, говорит, все равно не согласен, они его, говорит, все, на подвал. Ну и думаю, ну а что ему на подвале? Вот он, заберут его на подвале, ну будут держать там. Будут бить эти 3 дня, там, будут не кормить, бить, блин, и один фиг, ну, как бы согласишься. Ну, мне так кажется. Ну, либо, блин, забьют там до смерти, им пофиг вообще, мне кажется, выкинуть там тело где-то, блин, никто и знать не будет. Всем как бы все равно. Короче, забрали назад. Отвезли на это ВЛК. Тип ходит, все бумажки у него. Все. Я документы никакие не давал. Я говорю, у меня с собой ничего нету. Я говорю, нету, давай скачивай, скачали, там все понятно, там имя, фамилию узнали. Прошли это ВЛК, ну понятно, что это такое, там заходишь до хирурга, там жалобы есть, говорю, ну да, у меня там травма спины была, там все, в какой больнице там наблюдался, там у каких врачей был, я говорю, да ну был там, блин, и снимки есть, говорю, там в такой-то больнице, документы с собой есть, нету, ну тогда здоров, там, вот так вот, и у всех так. Флюорография, все, там единственная кровь вот убрали. Я говорю, давайте, я говорю, не брать, напишите, говорю, уже, что там нормально, говорю, не хочу, чтобы они там сидят без перчаток, без ничего вообще, пофиг. Они, не, надо обязательно брать, там взяли кровь. Да, и сразу же там уже было ночь, наверное, там 11, там около 12.
Это, подъехал автобус и подвезли еще, типа, сделали сразу военник. Там, ну, это сделалось, там, не знаю, за 10 минут они тут военник сделали. Я говорю, так, как кинься там идти какие-то бумаги делать, это те там кабинеты оббивай, там неделями ходи, а тут, пожалуйста, те 10 минут бесплатно, как-то так. Этот, ну и забрали еще там, типа, привезли, не знаю, тоже этот, ему военник. И вот нас 3 человека посадили в автобус, автобус большой, 3 человека, и повезли на Днепр. Короче. Ночью все, и по дороге там еще подсадили где-то кого-то, или там человек 6 там всего было в автобусе, потом там по дороге еще кого-то подбирали. Да, и когда автобус подъехал, там сидел типа сопровождающий там майор. Ну, он видно, что такой служивый, это такой с боевой части. Ну, это уже такие нормальные люди. Не вот это шушера там, шваль, блин. Этот. И этот майор такой сразу. Ну, он видит, что у меня там голова набита, там я еле иду. Он такой, говорит, блин, говорит, не переживай, там, говорит, все по-другому будет. Там, говорит, отношение другое. Я говорю, ладно, вот, то есть сели, поехали, да, на этой трассе до Днепра, мне там тоже знакомые говорят, а там надо было по дороге убежать, а по этому, говорю, а что мне убегать, ночь, там 12 часов ночи, куда бежать, в поле где-то, блин, на улице 0 градусов, я там одетый так, что не высидишь. Идти не вариант, никто за тобой в такое время не приедет. Короче, поехал в учебку. Там побыл немного, обсмотрелся. В учебке тоже контингент там разношерстный, в основном публика это, ну, блин, чтобы никого не обидеть, ну, это, короче, стадо такое. Вот их уловили, я говорю, пацаны, надо текать. Они, да, а шо ж уже уловили, шо ж текать, вот так вот. Ну, говорю, ладно, там с одним, с другим разговаривал. Не, короче, нормальных не нашел никого. Ну, и получилось тоже, там, не буду в подробности вникаться, спетлял я с той учебки. Вернулся домой. Сначала там не дома был, потом домой. Сидел и думаю, блин, ну надо текать. Можно, понятно, было там деньги какие-то там заплатить, чтобы какие-то брони, какие-то это. Ну вот во мне что-то сломалось. Вот, блин, мне так настолько мерзко стало, блин. Чтобы жить в своей стране, там надо, блин, сплатить какие-то деньги, какие-то этот, блин, какие-то мутки. Кто-то, ну, это такая, короче, история. Там у каждого свои видения. Ну, вот я не захотел. Все, мне, думаю, хотя перед этим у меня была возможность, там, 22 год, я мог там даже бесплатно уехать, тоже не вдаваясь в подробности, была у меня возможность там объехать, уехать, или там потом уже стало там за деньги, за небольшие мог выехать. Ну, не захотел, вот, жил там, думаю, блин, ну нормально, там работаешь, все, там в своей стране как бы, и там платятся эти налоги, там, блин. Ладно, думал, не знал за эту группу, за то, что бесплатно там можно выйти, вообще, что можно выйти. Начал же обзванивать там, кто заплатно, там есть знакомые уезжали, там и 10 тысяч, и 12 там платят, там по-разному. Думаю, ладно, соберу там деньги, уеду. Начал узнавать, говорят, а блин, ну не гони, ну за деньги это развод. Такого уже нету, чтобы тебя там по белую через границу перевезли, там через КПП, такого уже нету. Говорит, ты заплатишь деньги и точно так же будешь идти в лес, там, и в болото, в лес, в горы, там. Думаю, ну ладно, в горы так в горы, там, если есть такая возможность. Начал смотреть, говорит, ну, мне там знакомый подсказал, говорит, посмотри там на ютубе, говорит, так, есть такое там, говорит, есть Алекс 1860, есть там я там начал смотреть, да, там, хоп, ссылки на Телеграм, там, чаты, смотрю, люди пишут, ну, и рассматривал горы, думаю, там, Карпаты, думаю, блин, идти, там, смотрю, люди там ходят по неделе, по две, думаю, ну, вполне возможно. А потом смотрю, Беларусь, там появилась какой-то видос там на ютубе, тип на мопеде с Запорожья доехал до Славутича, по-моему, он говорил, там на берегу бросил этот мопед, переплыл там и как бы и все нормально. А мне что-то казалось, что Беларусь там, блин, ну, тоже вот как граница там, допустим, с Россией, думал, так и с Беларусью, там куча вояк, куча мин там и все остальное. Но смотрю-то, не люди идут, потом еще видос посмотрел, еще видос, а там таких много. И не только через Днепр плыть, там, я смотрю, и по лесам идут. Но я изначально хотел вообще через Днепр. Я с водой как бы связан, я там подводной охотой занимался. Думаю, блин, через Днепр стартану. Посмотрел, там есть такие узкие места.
Ну, хоть бы мне все равно, узкая, не узкая, я как бы плыл, если бы туда добраться. Начал смотреть, там мониторить, блин, а туда не так просто добраться, там до берега, естественно, ты не доедешь, лесов там как таковых нету. Если идти по холодной погоде, то там надо гидрик тянуть. Оно-то у меня все есть, но его попробуй донести, блин, через эти поля, там, и опять же, оно там все просматривается, лесов нету. Думаю, не вариант. Потом смотрю, люди выходят там там и Волынская, и Ровенская, и Житомирская. Смотрю, вроде Житомирская как бы основное, там все туда идут. Смотрю, да, там и леса, как бы. Думаю, это в лесу уже нормально затеряться. Тем более там Житомирской области, скажем так, связан там в лесах был, знаю, как эти там болота выглядят и все остальное. Думаю, буду туда. Ну и смотрел, читал, вот сидел сидел в чатах, люди пишут. Ну и в основном, блин, ну пишут, конечно, такое, но половину просто общаются там ни о чем. Там то самолет мы там придумаем, то еще что-то там придумаем, то этот. Ну и я ж там думаю, блин, как туда доехать и как вообще добраться. Тоже там разные варианты там рассматривал, как уже там дошло до такого, думаю, блин, где-то купить коня, там как этих лошадей там продают кучу по этим самым по селам. Думаю, взять коня, на этом коню, ну, там рассказывали, что на мотоциклах эти погранцы летают. Думаю, блин, на коне там тебя ни один погранец не уловит, там по лесу, по полю, где угодно на нем можно проехать. Да по-хорошему на нем там и переплыть можно, там, они плавают нормально. Я просто, ну, в детстве там на лошадях ездил много, там, как бы связано. Потом думаю, не, фигня, идея, короче, не получится. Где потом того коня деть, как его, короче, купить ну и вообще и бросить его там, блин, не вариант, короче, такой. Ну, как бы рассматривал просто как, скажем так, как один из вариантов. Ну и что, дальше начал смотреть, и вот это же за маршруты все, думаю, блин, что за маршрут, может есть какая-то там определенная дорога, может как-то это. Я же говорю, вот после того, как, ну, с человеком там поговорил, думаю, это нету определенной дороги, буду смотреть, вот где лес погуще там. Думал, там от Варшавской трассы смотрел, там в районе 50-60 километров. Я, в принципе, там по физухе нормально, мне хоть лет уже, как бы, скажем так, и не сильно мало, ну и не сильно много. Я 50-60, в принципе, там не такое уже и расстояние прошел бы. Ну, а потом думал, как добраться, и придумал. Тоже, кстати, в группе там люди говорили, я думаю, о, блин, как вариант. Там начал там обзванивать, там я просто не буду рассказывать, как я добрался, потому что это, ну, во-первых, там и человека подставить, и во-вторых, спалить вариант, потому что люди, если хорошо подумать, то можно сделать так же. Варианты есть. Короче, добраться варианты есть, скажем так. Поехал. Это было перед Новым годом. Там еще было тепло. Я так собрался там на более теплую погоду. Там рюкзак, там все, там вещи какие-то приготовил. Да, потом похолодало, не получилось уехать, похолодало. Потом еще выпал снег. Я сначала на холодную собрался погоду, потом на снежную, там, и такую белую ткань, думаю, как масхалат, там, и туда-сюда, там, палатку брать не хотелось, там, спальник был. Думаю, если что, там спальник этой белой тканью, там, ну и идти можно там не накрыться, там, ну, хотя не совсем понимал, там, как эти леса, там, и все остальное тоже. Я со спутника смотрел, там, обсматривал через эти карты, там, и османды, и топографические карты, все там рассматривал. Но оно, опять же, если бы кто-то показал картинку, как оно там выглядит, а на самом деле, как оно там, блин, фиг его знает. Потому что по спутнику одно, на спутнике там снимки, ну, не всегда они там свежие, там, и обычно они там по зеленке, да, сфотканы, а тут там и снега лежат. Думаю, ну, некоторые там видео проскакивали там у людей, там и на вашем канале, там на ютубе, на этот, были, что там, ну, отрывочки там двухсекундные, скажем так, там показывали, смотрю, вот лес, да, там с этим, со снегом там. Потом опять снег растаял, тепло пришло, мне там все обещают, завтра там отвезем. Ну и в итоге там в один прекрасный день звонят, говорят, все, едем. Ну, едем, я там раз рюкзак взял, опять там на теплую погоду ее переложил, что у меня было из снаряги. Короче, рюкзак такой, в принципе, ничего и не было, но получился очень тяжелый. Рюкзак у меня, он был без боковой поддержки, вот этой поясной, там, рюкзак английской армии, там,
как-то он называется, Витрикс, Вирукс, как-то не помню. Ну, я не знаю, где он у меня взялся, он лежал там 100 лет. Рюкзак хороший, да, он такой крепкий, все. Этот, он в цвете мультикам. Мне главное было камуфляж. Я хотел, короче, закамуфлироваться, потому что вот смотрю, что люди там в черном ходят, там в джинсах ходят, ну, ты просто там как, не знаю, как поплавок среди, блин. Ну, видно хорошо. Вот черный цвет видно хорошо. А камуфляж, он скрывается в той местности вообще отлично. Мультиками, пиксель там нашим там хорошо скрывается. Да. Что я брал? Я брал, взял пончо, ну, плащ, палатка, грубо говоря, такая накидка от дождя, там, пончо, там, сейчас по-модному называется. Обычный, оно такое, там, ну, клюенка, не клюенка, такой, что-то чуть-чуть крепче клюенки с капюшончиком, без рукавов, без ничего. Плащ-палатка, раньше ее называли. Потом взял грелок много набрал. Грелок много набрал. Одни взял грелки стельки, другие взял вот эти большие для тела, там и для рук, там маленькие набрал, потому что я такой по сути там мерзляк. Я знаю, что если мне пришлось бы ночевать, я по этими грелками там закутался, без них бы там не протянул. Да, взял там в Авроре такое дешевенькое флисовое одеяло, просто чтобы оно легкое было и как можно меньше там объем занимало. Что было у меня еще? Там какие-то лекарства там взял на всякий случай. Ну, там я особо лекарства не употребляю. Ну, взял такое, что-то там обезбол было. Уголек взял там, вдруг там что-то отравиться или что-то. Вот что все там говорили, там воды не хватает, приходится там с лужи пить. Думаю, вдруг там что-то так. Да, взял сухого спирта, взял э, такой не сухой спирт, а там как гель, короче, банка, и на нее одевается еще такой таганочек, можно там распалить что-то. И взял на всякий случай баллончик газовый, обычный, с газовой горелкой. Не такую, что еду готовить, а такую, что вот, ну, просто горелка, вот, как она, ну, типа автогена, там, не знаю, тут с турбонаддувом обычно. На всякий случай вообще взял, потому что я понимаю, что этот сухой спирт, он горит, и его сильно видно, он как костер там. А это, думаю, может там чашку какую-то нагреть вот этим. Потом было, я взял бахилы ОЗК, взял еще такие штаны резиновые, тоненькие такие резиновые штаны. Думаю, если вдруг там дождь или что будет, оно пончо закрывает. И бахилы, в принципе, одеваются. Но штаны будут мокрые, но по штанам, думаю, будет стекать в обувь. Думаю, эти штаны резиновые. Ну, они, блин, такие тяжелые, я их выкинул сразу же. Там еще по пути туда выкинул. Думаю, нафиг они не нужны. Хотя я когда ехал, целую ночь лил дождь. Да, так, что у меня было еще? Что у меня было еще? Пончо брал, да, перчатки я брал, такие тоже с Авроры мультикамовские, дешевые, там 80 гривен, кстати, нормальные перчатки абсолютно. В чем одет был? Ну, ехал, естественно, в нормальной одежде, потом ее снял. Штаны мультикамовские были, материал Оксфорд. Я брал подштанники такие тоже, термуху, ну, чисто штаны термуху, они в рюкзаке лежали. Они не пригодились, потому что идти оно достаточно тепло. Если сидеть, то понятно, что термуха нужна. Сидеть там, спать. А так Оксфорда этого, оно и не жарко, и не холодно в нем. Потом китель у меня лежал ВСУшный, не мой, не знаю, где он взялся, короче, он такой был, э, ну, тонкий, короче, китель летний, наверное, я не знаю, или он с какой-то курточки, я не шарю, такой длинный китель, карманы снизу, сверху, просто я его взял как накидку вот камуфлированную, и все, под низ одел термуху, кофта у меня была, и вот этот китель, там штаны и берцы брал, лова, ну, вернее, не лова, закос на лову. Они там что-то в районе там 2 600, я что-то их брал на LX. Нормальные, кстати, берцы такие, они как в кроссовках. Правда, порвались, там намочились сзади, протерлись, они замшевые. Они достаточно воду держат, не промокают. Если аж туда до шнурков наступишь, да, оно там хлынет. А так нормально. Так что если кто-то там по обуви, там, а то я смотрю, там люди там соломоны там по десятке, по 12, блин, ну, я думаю, что лишнее. Может, в горы, да, а сюда нафиг они свое отработали. Этот,
Ну, короче, балаклава тоже такая мультикамовская была. Ну, я полностью, короче, в камуфляже был. Да, ну и что, добрался, да, рюкзак, там 2 бутылки воды было, брал в эпицентре все, что за идло рассказывали, это идло не нашел, какой-то в оранжевом пакете там борщ был, и еще какой-то другой фирмы была гречка. Думаю, возьму, я там, ну, я могу там без еды, как бы, и 2, и 3 дня протянуть, ну, думаю, возьму на всякий случай. Закинул, ну и что, и погнал. Рюкзак весил, по-моему, 22 килограмма я взвесил. Тоже глянул, вроде ничего нету, а 22 килограмма. И боковой поддержки не было, ну, поясной, это только вверх. И, ну, поначалу нормально было, потом он, конечно, уже надавил мне серьезно. Что, стартанул я, это была область Ровенская. В Ровенской области, там я зашел в лес, тоже не буду рассказывать, где я там, как я туда добрался, ну, добрался, с горем пополам тоже, меня там чуть не спалили, опять же, у меня была одна попытка, поэтому я очень-очень осторожно, очень я к этому подошел, я долго там рассматривал все, поэтому очень осторожно был. Да, выпрыгнул я там, побежал там, перебежал дорогу, упал в кювет, скажем так, сразу намочил кроссовки, потому что ливень был, там в кювете была трава, я в эту траву прыгнул, она там лужа была, намочил кроссовки, забежал в лес, немного так отбежал, там, не знаю, может метров 100, может метров 100 от дороги, думаю, надо переодеться. Там было дерево поваленное, залез под корень, начал понемногу переодеваться, переоделся и пошел. Ну и, короче, шел потихоньку на измене, смотрел каждый шаг, куда я наступаю, что я там под ногами вижу, чтобы ни веточка, ничего не хрускало. Шел потихоньку, вот это единственная проблема была. Там лес сначала был такой, блин, ну, лес, просто там деревья, там мешанный такой, елки, и эти были, и лиственный лес. И была такая ну, как трава, я не знаю, у нас ее там осака называют, она как луговая трава, а там она такая, вроде и не такая, ну, вроде и такая, ну, такая болотистая местность там везде, ну, вот эта трава, она желтая, в основном такая желто-бежевая, и листочки там были зеленые, ну, камуфляж скрывал вообще отлично, вот если в траву это упасть, я, блин, ну, только наступить на тебя надо, чтобы тебя увидеть. Ну, она шелестит, вот шелестит, и в ней вода. Ну, вода, вот эти берцы, она как раз вот подошва тонула, еще, может, сантиметрик выше чуть-чуть. Нормально, короче, было. Шел, и потом оно ставало все гуще, гуще, гуще и гуще, и между этим лесом лес ставал меньше, но он ставал гуще, такие поросли, вот эти маленькие деревья. И что сам смысл, вот я не знаю, что впереди, он настолько густой, я думаю, блин, я вот сейчас выйду вот отсюда, там из этой густоты, а там, блин, какая-то фигня, какие-то там постройки, или кто-то там сидит, или еще что-то. И вот это все время напрягало. Я шел еще, рюкзак висит, вот ты проходишь там вот так, там обгибаешься эти веточки, чтобы оно там не шелестело, а за рюкзак, блин, оно цеплялось, там еще каремат я прицепил, блин, и оно вот это шик-шик об эти ветки. И я смотрю, здесь сильно густо, вот надо именно там проталкиваться. Я этот рюкзак снимал и, ну, нес на руках, или там надо было там от животных, кстати, троп дофига, вот животных там эти косули, вот эти козы там называют нас они лазят по этим порослям, и там вот куча их там какашек лежит. Правда, какашки такие, блин, как я не знаю, как орех, там здоровенные. Ну, у нас такие не водятся. У нас, если там я потом, кстати, видел этих коз, они как лошади, огромные. У нас они там поменьше намного, а там такие здоровенные. И вот они по этим порослям ходят, и по их дорожкам можно. Но смысл в том, что они-то ходят, они голову пригинают и проходят, и там высота ихняя где-то там метр, может метр с чем-то, не знаю. А мне там, ну, идти получается, либо вот на коленках лезть. Кстати, вот на коленках лезть, много лез, и в этих штанах, вот Оксфорд, она там материал такой жесткий, все хорошо, но
нужны наколенники, потому что земля сырая, холодная, блин, и ползти на коленках фигня. Вот если были бы наколенники, классно вообще, просто ползешь там, рюкзак вперед толкаешь и все. А мне вот приходилось по вот этой холодной, я рюкзак этот толкал, чтобы он не шумел, и вот эти вот дырки, где ходят козы, эти пролазил. Э, Ну, шел, оно как-то то болото, то так по суше, то болото, то по суше такие, ну, то речушки такие, ну, не речушки, а такой канавки. Я там, ну, видео он скинул, там он, видно, этот, такое, оно все мягкое какое-то, все шатается, так наступаешь, оно шатается, да. Потом дальше шел, смотрю, ну, и было такое, что попадался там какая-то дорога. Она, ну, не то, что дорога, а вот по лесу там уже там пару-тройку раз, там десяток кто-то проезжал, там такое видно, что либо местный, либо, может, эти, либо, может, погранцы там ездят, то что колея узенькая, не так, как на машине, такое, как от квадроцикла или что. Ну, потом дальше шел, и я старался, вот если нашел такую дорогу, сразу в сторону где-то там отходить. Но она как-то вот так по кругу идет, потому что там местность болотистая, ну прямо не проедешь, и оно вот кружит, там ты раз на нее вышел, раз на нее вышел. И я вот в бок, больше в заросли там шел. Да, и потом вышел, смотрю, там попилено такое, березы, этот попилено, ну, видать, там местные пиляют на дрова, скорее всего, что оно такое. Этот, и смотрю, вот эта колея, а посередине копыта, ну, следы от копыт. Думаю, ну, по-любому местные ездят на этом, на брычке вот этой, на телеге, там дрова эти собирают. И там шел оно то там попилено, то там, смотрел такое, ну, все, что этот, где такая тырса была вот спиленное дерево и тырса свежая, туда не шел, пытался обойти. Если там смотрю, оно уже такое начало чернеть, то, ну, спилы эти, то шел, не обходил, короче, вот так вот. Ну, а потом вышел там на одно место, там дофига было попилено, и, видать, оно уже была вторая половина дня, видать, они даже сегодня вот работали там, этот, и уехали, то что смотрю, вообще свежак, вот попилено оно. И смотрю, бутылка с водой торчит на дереве, вот так вставили они, полная бутылка. Ну, смотрю, вода прозрачная, нормальная. И слышал тут истории, что люди выходили, говорит, там вода заканчивалась, тут вышли, на дереве бутылка висела, там этот. Я так думаю, что ну, местные там, ну, мне так кажется, если это так, то, блин, большое спасибо там людям, оставляют, видать, воду, знают, что там кто-то ходит и оставляют воду. Ну, мне так кажется, могу ошибаться, может, конечно, забыли, ну, навряд ли, чтобы забыли, оно на видном месте висит там, и этот самый. Я сначала думал, может, приманка там смотрел, какие-то, может, фотоловушки или что, ну, ничего такого там не было, думаю, стопудово оставили специально. Ну, хотелось бы в это верить, скажем так, потому что ладно. Ну и потом опять дальше пошел, там это, там оно такое заросли, опять, блин, греб, без остановки, вот и шел, шел я, кстати, этот, у меня был компас, компас хороший, он подводный, дайверский, на болотах он, в принципе, нормально там показывает все, потому что обычные там могут подглючивать, сразу говорю. И сверялся с картой, с GPS, вот спутник там включен был, я посмотрю, откорректирую дорогу и выключаю, потому что я не ориентируюсь вообще в пространстве, у меня, как вот это называют, топографический кретинизм, не могу понять, где север, где что, пока не гляну на компас. И вот шел там, дороги такой, опять же, что у меня не было, я просто вот шел на север и обходил там препятствия, какие попадались там. Такое, что-то рукотворное видел, если там сломана ветка, там спилено дерево, все, я сразу в сторону, там в большие заросли, вот так вот. Ну, а потом корректировал опять, включал карту, смотрел, где я находился, сразу же ее отключал полностью, самолет, геолокацию выключал, смотрел этот, ну, самолет все время стоял, я его не включал этот на связь, а геолокацию включал, она нормально показывала, все этот, и корректировал дальше на север и шел. Ну, и вот шел, я смотрю, так уже, ну, было уже там, ну, под вечер было, смотрю, поросли были, опять же, вот эти там, там еще, кстати, была дорога была, там одну надо было перейти, у меня по карте дорога была, я до нее дошел, и тоже, и оно там такая открытая местность, и просто трава. Я по этой траве, вот так вот на полусогнутых подошел, там тоже дерево было завалено, я за ним спрятался, сижу, смотрю, никто не ездит вроде по этой дороге.
Ну, а ее так, она в плоскость, ее не видно, саму дорогу, я понимаю, что она там. И смотрю, короче, сижу ж под этим деревом, смотрю, минут 15 просидел, никого нету, ни машины не ездят, ничего. Только встал, и вот вообще так боковым зрением смотрю, тип едет на велосипеде, блин. И вот так он, ну, грубо говоря, там 7 метров нет до той дороги. И он едет, и уже такой сравнивается со мной. Я так потихоньку приседаю в эту траву. И оно, видать, шелохнулось. И он такой раз смотрит на меня. Ну, не на меня, а в ту сторону, где шелохнулось. Смотрит, едет такой, смотрит. И, видать, не увидел, потому что, ну, камуфляж полностью скрыл меня. Я упал в траву, и оно полностью скрыл меня, этот камуфляж. Вот опять же, если был бы в черном, то стопудово бы он увидел. Обычный, я не знаю, кто это, местный, не местный, он был в гражданской одежде, и он ехал на велосипеде. И он проехал от меня где-то метров 10, там, может, там 15, и свернул в лес. И я не увидел, куда он поехал, и смотрю, блин, че он стал там, че он не стал. А у меня был, кстати, этот бинокль маленький, ну, с одним глазом, как он, монокль называется. Да, я ж в этот бинокль смотрю, там вроде никого не видно, смотрел. Он меня этот бинокль, кстати, выручил э, очень хорошо, вот советую. Там будет, берите с собой такую штуку. Потому что бывает, оно там расплывается, плюс у тебя там мозги на пределе, тебе там что-то привидится, а ты раз бинокль посмотрел, там нормально, резкость навелась. Он не сильно такой, не сильно увеличивал, ну, с ним можно было, короче, посмотреть подальше чуть-чуть, чем глазами. Да. Ну и думаю, ладно, этот тип, не видно его ни туда, ни сюда, он не едет, думаю, буду двигаться. Подошел до этой дороги, она была грунтовая, но она была наезжена хорошо, там такие лужи стояли, там, блин, эти ямы. Да, я быстро ее перебежал, потому что возле нее голая была, так метров по 4, наверное, от нее было голая, и в ту сторону. Я быстро ее перебежал, и, блин, и впрыгнул, блин, и там такая яма, короче, водой заполненная, канава. И я смотрю, блин, и я впрыгнул как раз в то место, что вот ее нету ни слева, ни справа, она такая метров 10, и я как раз на нее попал. И там еще мусор какой-то насыпан был. Ну, в принципе, вылезти с него там была не проблема. И как раз я думаю, сейчас обсижу, обсмотрюсь, если кто-то будет ехать, я в той яме нормально спрятался. Смотрю, опять же, никого нету, я вылез и пошел, и там такой молодняк начался, ну, просто, я не знаю, там либо пожар был, либо что-то выкосили, и начали деревца такие маленькие выросли, такие метра по 3, наверное. И просто они такие, блин, вот как стена просто. И плюс еще такая типа малины, вот такие ветки, они с шипами. Еле я прогреб, там его немного было, там, не знаю, может метров 30, еле я через него прогреб. И вышел там дальше такой почище лес, но уже начался он очень мокрый, очень все в воде такое затопленное, и, блин, не поймешь, оно мутная вся вода, не поймешь глубину. Я вот эту палкой взял, померил, да вроде оно не это самое. И начал, оно такие кочки были, я вот по ним прыгал. Да, и дальше начался такой именно лес дремучий. Именно дремучий, такие огромные бревна заваленные, то лежат. Я шел, потом дошел, я смотрю, мне оставалось где-то километра 3, наверное, да, я шел, и опять дорога была, ну такая старая, по ней уже такие деревца маленькие повырастали, уже там давно никто не ездил. Пошел дальше, и тут смотрю, 2 километра остается, опять такая заросль, блин, пробиваюсь через нее, выхожу и смотрю, спереди куча песка лежит. Я влево, и там куча, вправо, и там куча. Думаю, тю, что это такое? По спутнику смотрю, ничего, лес там, ничего такого нету. Думаю, блин, стопудово ровно, не может тут песок быть. Или какие-то сооружения, думаю, может на окопы какие-то вышел. Думаю, все, хана тогда вообще. Беру ж этот биноклик, смотрю, песок этот насыпан, поверху уже так такой бурьян, там и деревья маленькие поросли. Я бросил рюкзак, тоже там дерево завалено было, под ним бросил рюкзак и пополз, ползком. Короче, пополз, она трава была, там уже такое, оно, ну, такой, ну, прорубанный лес был, скажем так, елки стояли, там деревья какие-то, ну, ну, оно просматривалось хорошо там. И я вот ползком залез на этот песок,
Оно такое высотой, этот песок, гора это была метра 3 насыпана. И она насыпана, я ну, не видел края, ни влево, ни вправо края не видел. Вылез наверх, там такая тоже трава, такая, блин, ну, не знаю, как объяснить, она такая сантиметров по 20, наверное, такие кусты торчали, они зеленые, оно не живое, но оно зеленое было. Я этот куст сорвал, вот так его в капюшон запихнул и с головой вытянул, думаю, мало ли, может там камеры какие-то, там фотоловушки стоят, выпихнул голову, смотрю, ну ничего такого, блин, кроме этого рва рукотворного ничего нету, и дороги нету, я не знаю, чем его, как копали и когда. Ну, а в ров смотрю, блин, а там, ну, это не ров, это просто там река, блин, а он широкий, не знаю, ну, по метражу он, наверное, блин, ну, метров 8 точно была ширина его. Он заполнен водой, глубина там неизвестна, оно там уже и камыши там по берегам такой поросли такие, ну, не сильно там в них не спрячешься, ну, вот такое. Вода какая-то черная такая, блин, страшная. Думаю, ё-моё, как же мне ее перелезть там? Этот, какая его глубина, блин, ну плыть не вариант вообще, блин. Этот, и плюс оно ж, ну, вокруг рва все деревья выпилены, все, оно просматривается. Короче, сидел, я смотрел на песок этот, думаю, ну, не следов. Следы, правда, были. На самом верху этого песка были следы, но они такие уже давние-давние, видно, там их водой размыло. Этот, потом смотрю, бревно там лежит, но оно до половины доходит. Думаю, блин, может с этого бревна как-то, блин, ну тоже не вариант. У меня там веревка была, думаю, что-то придумаю сейчас. И потом такой раз смотрю, а там, видать, ходят животные. Оно так, он как-то заузился в одном месте, этот канал, этот ров. И в одном месте, видать, ходят животные, такая тропинка протоптана с одной и с другой стороны. И они, видать, когда спускаются, песок обсыпается. Обсыпается, и стой, и они такую, ну, короче, кучку натягали и перепрыгивают. И смотрю, блин, ну я там могу перепрыгнуть, думаю. Подошел такой поближе, вот подполз, смотрю, думаю, точно перепрыгну. Вернулся назад, забрал этот самый, забрал рюкзак. Ну и уже не ползком, вот так вот полусогнутый, на полусогнутых подошел, осмотрелся опять, ну ничего такого, ни фотоловушек, ничего. Оно уже, кстати, начинало так понемногу темнеть. Я, короче, стою сюда, разгоняюсь, перепрыгнул нормально, там, ну, чуть-чуть в воду стал, там, не допрыгнул, ну, нормально, ну, там, этот, короче, и пошел дальше. Смотрю, мне остается, это за 2 километра было, да, и я погреб дальше, иду, там опять этот, опять эти деревья, и потом смотрю по карте, и там такое, ну, начинается такое болото вообще без деревьев. Чисто вот трава такая растет. Ну, по спутнику она трава. Там, опять же, на месте фиг ее знает. И это уже, вот я этот лес прошел, и уже там оставалось, сколько, ну, короче, там несколько метров, меньше километра оставалось, вот так вот. Пройти по по этой траве, и там опять лесок перед самым забором получался. Да, и я через этот лесок выхожу, оно уже такие сумерки нормальные, еще так видно, ну уже и темно, скажем так. И, блин, я смотрю, такая, короче, машина стоит. Ну, оно, блин, ну вот потемки такое уже. Машина стоит. Вот четко вижу, серым цветом машина, блин, блестит. Думаю, ну все, хана. Это, короче, думаю, точно перед забором. Ну, я ж не знаю, как выглядит там забор. По-любому там, думаю, дорога, там ездят, блин, этот. И думаю, это меня спалили вот тут и ждали, пока я с вот этой жопы выйду, блин, сюда на чистое место, и они меня тут примут. Смотрю, эта машина, и четко вот вижу машину, этот, а потом думаю, блин, никого нету, света нету. Я ближе подхожу, а ну, короче, ветки такие, куча веток накидана. Вот казалось вообще, ну, четко, что машина. Понятно, что если днем бы, я уже тут же вечером я и бинокль не возьму там посмотреть, там рассмотреть, что это такое. Этот, если бы днем бы я видел, что это куча, а вечером, вот, блин, ну четко казалось, что это машина. Ну, я выдохнул, думаю, блин, не машина, и хорошо. И быстро побежал по этому болоту, короче, бежал, думаю, сейчас в этот лес прыгну. Короче, этого леса оставалось 30 метров, до забора 30 метров. И я бежу, впрыгиваю в этот лес, а там, ну, он не лес, это опять же поросли, вот такие кустарники. Впрыгиваю в этот лес, и он, ну, а там стена. Я, блин, я не пролезу. Там не то, что там надо тихо или не тихо, я просто не пролезу. А плюс, я думаю, даже если я там попытаюсь сейчас лезть,
оно будет так шуршать, что вдруг там, я ж не знаю, что за 30 метров, вдруг там вышка, что, блин, ну не знаю, просто там, вдруг там наряд какой-то ходит, еще что-то. Думаю, ну по-любому меня спалят, если по этому лесу буду идти. Включаю спутник и смотрю, а тут, ну так сбоку от этого леска там просека есть, дальше такое же болото, вот, по которому я бежал, оно такое кочковое, этот, просека и до самой линии. Думаю, о, блин, нормально, сейчас выйду. И вылажу с этого леска, а я забежал немного, там метров на 5. Вылажу с этого леска, обхожу его. Да, начинается просека, там слева лесок, справа лесок, а тут просека получается. И она такая, ну, может, там метров 20 шириной между этими лесами. Да, и я такой раз, и островок какой-то. Я до этого островка думаю, блин, все-таки достану сейчас бинокль, буду смотреть туда, что там, забор, не забор, там какая-то дорога, может вышка, что. И такой дохожу до этого островка, слышу, что-то зашуршало в этом, ну, в лесу, в этих кустарниках, короче. Ну, я поворачиваю голову, а там, блин, такой собакен стоит, короче, волчара, блин, он такой здоровый, блин, ну такой, ну не то, что он там огромнейший там вурдалага, а именно, ну, волк здоровый, видно, что он такой, не больной, ничего, блин, не этот. И он так, э, как сказать, короче, вот он как-то на меня так глянул, он стоял боком ко мне, стоял боком, и он так повернул голову, он прошел, он вот с того места, где я сидел, он как-то оттуда вышел, и он так повернул голову и типа, блин, типа ты не туда пришел, типа, ну вот, блин, мне так что-то показалось, вот он с таким взглядом, он ничего не рычал, ничего, он просто смотрел на меня, а я, блин, смотрел на него, короче. У меня был баллончик газовый. Я сразу, блин, достал этот баллончик, думаю, сильно дергаться не буду, то потихоньку достал его. И у меня еще была еще в рюкзаке была лопата складная. Такая китайская, короче, она ручки там такие сантиметров, не знаю, по 15, они скручиваются в одну и прикручиваются до них еще лопата. А лопата там такая мультитул, не там рубать можно какие-то ну, подгайки такие, дырочки, там еще зубчики, типа пилки. Ну, короче, китайская лопата. Этот, э, и я давай думаю, блин, эту лопату сейчас достану. Ну, я смотрю, он один, я вижу его одного. Ну, понимаю, что, блин, если он один, то скорее всего, что будет еще какие-то. И он стоит, он не уходит, он просто стоит. Я, короче, руку затягиваю за этой лопатой. А, еще я шел, у меня бутылка воды была, ну, 2 бутылки воды было, полторушки. Я одну допил, и, ну, думаю, в лесу не кидать, я ее так скомкал, запихнул в рюкзак. И начинаю в этот рюкзак лезть, эта бутылка там шарудит, блин. Вот тут 30 метров мне остается до забора, я не вижу ничего, потому что уже темно там, грубо говоря. Еще чуть-чуть было видно, еще там, ну, в метрах 10 оно просматривалось. Но уже практически ничего. Я начинаю, эта бутылка шарудит. Тут, блин, волк этот стоит, а там забор этот, блин. Думаю, блин, ну, либо там сейчас спалят, либо этот сейчас сожрет, блин. Я, короче, ну, уже думаю, шарудит, выкидываю эту бутылку. Да, я же сказал, чтобы я бутылку взял, чтобы не накидывать мусор. Вообще ничего. Я даже курил там бычки, ну, айкос, там от айкоса бычки складывал в карман, там не кидал по лесу. И советую всем не раскидывать мусор. И, кстати, там лес чистый, потому что там, видать, никто не ходит, оно все чистое было. Короче, я скручиваю эту лопату, достал ее, выкинул бутылку, достал лопату, скручиваю, она, блин, не скручивается, не получается, оно не видно, я не могу попасть. Кручу, в итоге э, взгляд от волка отвел, скручиваю эту лопату, поднимаю, а его нету, блин. Ну, я видел, вернее, он шмыгнул сюда ну, он вышел с этого леса, он не побежал, он пошел. И зашел в эту траву, где кочки эти. А кочки, они где-то примерно по колено, чуть-чуть, может, ниже. И вот он туда зашел, в эту траву, и все, его не видно. И эти кочки так стоят, между ними вот так оно, ну, не сказать тропинки, просто вот есть место между этими кочками нормально. Вот так, оно без травы. То, что там вода бывает, видать, она уходит, и вот этой травы нету, а трава только на кочках. И я понимаю, что он между этими кочками где-то, блин, если он сейчас будет идти, я даже не увижу, откуда он выскочит. И если он плюс не сам, и я стою вот так по кругу кручусь, скрутил эту лопату, блин, думаю, ну что мне делать, жду, ничего нету, никакого ни шороха нету, ничего. Думаю, ладно, буду двигать потихоньку. Иду так кругом, короче, иду и кручусь, иду, кручусь. В одной руке у меня этот самый,
баллончик этот газовый в другой лопата, я иду, короче, и думаю, это шуш эти, блин, 30 метров не заканчиваются. Где ж этот забор? Тут, блин, этот, у меня болторез еще торчит. Я еще там и ножницы брал по металлу на всякий случай. Это что, говорили, путанку не берет болторез. Думаю, уже ножницами по металлу. Этот, я их ничего не доставал, ничего. Дохожу, ну, думаю, забор же, забор, блин, где он есть. Уже прошел фиг знает сколько. Думаю, это что, я эти 30 метров не пройду. В итоге останавливаюсь, и захожу опять в лес, и лес уже большой такой, я захожу, включаю карту, блин, а я уже 50 метров от забора, а там, короче, нету там ни забора, ничего не было вообще, ничего, она как бы линия условно, там ни дороги, ничего, думаю, нормально. Ну и как бы вроде и радость мне, блин, что я перешел, и такое все, и вдохновение, и все. Ну, блин, вот этот волк, все, я думаю, блин, ну сейчас же он вернется, сейчас же этот, сейчас он там еще появится один там. Короче, думаю, ладно, сейчас этот. И тут начинается, вот я только на белорусскую сторону перешел, и тут начинается именно болото. Вот именно болото, блин, там вот такое, там кочка, это, блин, кочка вот такая, метр шириной, вокруг все, блин, водой и такое, по метру, по два шириной. И надо вот островки, короче, вот такие. Надо с этого островка на островок, там деревья, березы вот такие, они тонкие все. Тонкие, трухлявые, вроде там смотришь, оно и живое, дотронулся, оно развалилось, блин, на части, и все, оно повалено, рыхлое, на что не наступишь, оно рыхлое, оно все шатается, вот эти островки шатаются, глубина там не пойми какая, есть мелкая, есть, блин, глубоко там, я палкой ширял, там была, взял палку одну, вот тут поширял, оно нормально, а с другой стороны ширнул, та палка полностью, блин, залезла. Ну, короче, я попрыгал я через эти островки. Думаю, ладно, а сил уже нету, короче, уже нету, вот это я с 7 утра, это уже было где-то, наверное, 9, там, начало 10, я думаю, блин, сил нету, думаю, сейчас буду делать этот, думаю, волк, там, костра не боятся, там, не подходят, там, ну, надеюсь на это, там, думаю, костер распалить. Беру этот, ну, думаю, сейчас там такая трава, оно сухое такое, полумокрое, полусухое. Но оно загорится, если там распалить, оно загорится. Я думаю, сейчас траву откидаю, там нашел более-менее такой побольше островок. Начинаю откидывать, оно все, оно там рой хоть, блин, там полметра выры, оно будет одинаковое такое там. Просто как, ну, ты его подпалишь, оно будет тлеть, и ты его фиг потушишь, короче. Земли нету там, вот так скажем. Это какие-то мохи, там, наросли, ну, с листьем, вот так, годами, там, десятилетиями. Короче, костер там не разведешь никак. Ну, у меня была вот этот спирт сухой, вот этот гель, что я говорил. Да, я там березка такая сломанная была, от нее пенечек торчал, я воткнул туда этот спирт, подпалил его, думаю, может глаза где-то там высвечу. Ну ничего нигде нету, ничего не шумит, не шелестит. Думаю, ладно, надо этот самый. Оно жрать особо не хотелось, но думаю, ради того, чтобы, ну, как бы, все равно силы восполнить, там надо что-то съесть. Думаю, съем вот тут борщ, поставил кружечку воды закипятить, думаю, как его нагреть, этот борщ. Открыл, там просто кусок жира сверху какой-то, блин. Думаю, как его нагреть. Кружечку эту воды, она закипела быстро, кстати, вот этот спирт быстро закипает на нем. Вылил половину сюда, тут жир там более-менее растопил, другую половину вылил в гречку, оставил, чтобы она запарилась. Взял этот борщ, глотнул так, блин, за один глоток, там, грубо говоря, оно невкусная такая мерзость, фу, даже если что голодный было, оно такой мерзостью показалось. Кто будет брать в оранжевой упаковке борщ в эпицентре, короче, не берите, это вот такие типа сублиматы, не знаю, как они называются. Гречка тоже такой же отстой был, она не запарилась, такой хрустела. Ну, борщ я, правда, глотнул, гречку ел, вот так же одной рукой ем, другой свечу по сторонам. Потом пораскидывал свои вещи вот так по кругу, думаю, ну, волки тоже там смотрел, сколько за них, они там, если что-то неприродное, они там особо-то не пересекают этот периметр. И я вот так по кругу, по периметру накидал вот под борща эту пачку кинул какую-то там еще бутылку кинул, вот так пораскидывал вокруг себя. Горел же этот огонь, особо света от него не было, но он горел. Фонариком я светил, и думаю, там смотрю, такие 3 березки стоят тоненькие, думаю, блин,
Что делать? Думаю, сделаю сейчас на этих 3 березках, веревка у меня была, думаю, сейчас срубаю такие бревнышки и сделаю, ну, все как сижу наверху сделаю, ну, чуть повыше, чтобы этот волк не достал, короче, если он придет. И буду ночевать. Срубал одно дерево, начал его привязывать, понял, что затея фигня. Я, во-первых, буду полночи промахаюсь с этой фигней. Второе, что я туда не залез. У меня просто уже нету сил, я просто туда не залез. За это надо еще лестницу какую-то там сделать. Ну, короче, затея так себе была. Плюс эти бревнышки, там надо еще по этим островкам было прыгать, чтобы их там насобирать, там кучу для этой сижи. Да, думаю, буду идти. Встал, то собрался с мыслями, собрал вещи, выкинул болторез, выкинул эти ножницы и пошел. И пошел, и оно, это болото еще хуже, и хуже, и хуже, и хуже встает этот. И я ж в берцах шел, языка не одевал, думаю, блин, ну сейчас же оно где-то закончится, ну сейчас оно где-то закончится. По карте смотрю, там есть, короче, там объект один. Я сначала на него хотел пойти, а есть еще село. Я позвонил там, спросил номер там погранцов, ну, мне там в группе начали там скидывать, ну, вернее, не мне, я попросил человека, потому что там интернета нету, ну, лайф при этом нормально ловил. Мне скинули номер там, белорусский номер, я на него начал набирать, оно, не, ноль, там оно что-то говорит там на лайфе, как-то неправильно, что-то набрано, типа так. Я уже не помню, что оно там говорило, что-то, ну, не получится позвонить на этот номер. Думаю, ладно, даже если я позвоню сюда, ну, никто в жизни сюда не придет, потому что там такое место, ну, просто, там, ну, это джунгли, и там, блин, я уверен, что там не ступала нога человека ни разу, просто это джунгли были. Думаю, надо идти, выходить куда-нибудь, а там уже дальше смотреть. Короче, пошел я, шел, прыгал с этих островков, прыгал, сил все меньше и меньше, рюкзак этот все, кажется, тяжелее и тяжелее, хоть я с него там и скинул. Оказалось там такое место, что, блин, ну его, такие они все эти речушки, такие широкие, не перепрыгнешь, и бодрячая хатка там. Думаю, сейчас залезу на нее, обсмотрюсь. Ну, оно что же особо там и не обсмотришься, потому что оно ночью уже потемнело так, что, ну, вот просто ты ничего не видишь. Если фонарик выключить, все, просто как будто закрыл глаза. Залез на эту бобрящую норку и смотрю, бревно от него лежит такое. Но оно, правда, лежало вот так на весу немного. Думаю, о, сейчас по нему перейду. Попробовал, оно вроде такое крепкое. Начал идти, оно ж на весу лежало, так согнулось до земли, думаю, о, нормально. Как раз дохожу до этой середины речушки уже почти до конца, и оно, блин, только клац ломается, я в эту воду и упал, короче, больше, чем по пояс. У меня еще была, помимо рюкзака, еще сумка такая через плечо висела, я туда, ну, там документы лежали, бабки, такое все, вот уж лекарства там лежали, короче, все было на черный случай, если вдруг рюкзак мне надо скинуть, убежать и получится спрятаться, то есть я, короче, не пропаду. Там зажигалки, павербанки в этой сумке все лежало. Ну, я так, короче, шухнул так, что эта сумка в воду ушла. Да, я вылез, думаю, блин, надо было ОЗК одевать. Ну, хотя я так упал, что там и ОЗК мне помогли. Ну, по итогу все равно я смотрю, оно больше и больше становится, сухих мест там вообще нету. Ты просто куда-то не наступаешь по щиколотку воды. Я достал эти языка, одел и, короче, шел. И вот я шел по этой белорусской территории, блин, ну, просто не представляете, что это. Да, кстати, я шел на объект там один. Шел я на этот объект, получается, мне надо было идти на запад. Я вот шел на запад, но там не получается идти прямо, там надо постоянно корректировать. Вот и корректировать и по компасу, и по навигатору, ну, по спутнику, там местоположение свое смотреть. Потому что ты идешь вроде прямо, но ты раз вот тут ты не пройдешь, тебе надо обойти, там, ты метр влево, 3 метра вправо, потом тебе, блин, 10 метров влево надо пройти, потом опять 15 вправо, и вот так ты идешь вот такими зигзагами, получается, потому что прямо ты не пройдешь, там, оно все вот эти поломанные, заваленные, там бывает такая встречается вообще река, что ты ее, блин, не перейдешь, ее надо обходить, где вот там какие-то коряги, ты по этим корягам уже там перелезешь, половину по воде, половину по корягам, там, надо пробивать дно, ну и, короче, ты сбиваешься с пути. И я смотрю там,
шел на этот объект, смотрю на карте, блин, а я, блин, опять подошел к границе и там так близко подошел, думаю, блин, меня сейчас, ну, сейчас провтыкаю и зайду опять на этот самый, на украинскую сторону. Думаю, ладно, буду я лучше на село идти, опять на север, короче, повернул, там северо-западнее мне надо было идти. Ну и пошел, и, короче, шел, и оно не заканчивается, и оно, блин, вот еще хуже, эти там деревья, это навалено, все, блин, ты ее обходишь, перелазишь, ноги поднимаешь вот так, блин, выше этого самого, ну, там уже хоть не боялся там идти шуметь, там, шел, и опять же я все, блин, боялся этих волков, ну, я скажу так, блин, мне, наверное, этого волка просто послал Бог, потому что послал Бог, чтобы я не остался вот там ночевать, потому что ударил мороз, у меня, по сути, таких теплых вещей, чтобы ночевать, у меня не было, кроме вот того одеяла одного и все. Грелки б там бы не помогли, при том, что я намочился, блин, ну они бы не помогли, реально, я просто там бы замерз и все. А так я шел, не расслабляясь, не останавливаясь, просто останавливался на, там, на 30 секунд, на минуту, посмотреть навигатор и ну, посмотреть карту и посмотреть спутник, все. А, и плюс спутник, этот компас я мог и на руке посмотреть, ну и в ходу посмотреть, но я в одной руке держал же лопату, в другой руке держал этот маленький телефон. И он, блин, когда возле него либо телефон, либо лопата, он неправильно показывает, он начинает крутиться. Надо вот было убирать в одну руку, все сгребать, смотреть компас, перекладывать обратно этот телефон, эту лопату и идти. Ну и вот так я греб, и где-то часов, наверное, до трех я греб, а там вообще вот ничего вообще рукотворного нету, просто джунгли, вот просто джунгли, греб, оно не заканчивается, и такое, блин, вроде вышел, вроде чуть-чуть легче там стало, какое-то там прояснение, блин, а потом еще хуже, блин, и чуть прояснение, и еще хуже, блин, думаю, так когда ж оно, хотя расстояние там не такое уже и большое было, ну, если по прямой, естественно, и дальше иду, уже все, уже я на пределе, уже, блин, ну, не могу. Я же говорил, у меня там физуха так более-менее нормальная, но, ну, блин, я столько сил там оставил, что я уже не могу, я понимаю, что я не могу. И тут я выхожу и смотрю, какой-то этот старый садок был, ну, сад, короче, там яблони росли, они попиленные были, уже давно, видать, спилены, и 3 яблони остались, он как участок такой был. Видно, что он уже заросший бурьянами, и эти яблони огромные. То есть заброшенный просто участок был. Думаю, блин, ну если заброшенный участок, значит тут уже где-то были люди, значит я где-то близко. Я смотрю на карту, и мне там до дороги остается 900 метров. И плюс я на это село шел, и по компасу я промахнулся 2 раза. Я раз его прошел, потом второй раз прошел. Я ходил просто, ну, вдоль него, там, то на север, то обратно, блин, назад возвращался. И потом я думаю, не буду идти, мне ориентир село, это я буду идти на дорогу. И вот это ж, когда увидел этот сад, думаю, ну все, где-то, знаешь, близко дорога. Смотрю, 900 метров до дороги. И я выхожу с этого сада, там тоже оно такое поросли, и выхожу на поле. Блин, поле засажено зимой, оно ровненькое, чистенькое, блин. Оно уже ударил мороз, оно белым инеем покрылось, вот так все. И я по этому полю погреб, и греб я уже так. Вот этот рюкзак, он мне уже, блин, ну, на 2 плечах он просто невыносимо висел. Я его перелаживал то на одну эту, я уже думал выкинуть, но выкинуть у меня там и кроссовки лежали, и эти, чтобы переодеться там, и штаны другие там сухие. Я его то на одно плечо перевешу, то на другое. Уже сил нету его просто поднимать, уже руки не могут его даже на плечо закинуть. На этот. Ноги вообще не поднимались, вот от земли вообще не отрывались. Я просто их тянул, вот просто волочил в этих языка, я вот так, просто как старый дед, вот так шик, вот так шел. По этому полю шел, и тоже вроде прямо я иду, и это всего 900 метров, ну когда ты шаги там по 10 метров делаешь, блин, оно это очень долго. И я вот так назад оборачиваюсь, оно все белое, а там где я шел, кажется вроде ровно, а оно вот так зигзагами получается, блин, не знаю чего так. Ну и в итоге я иду, я смотрю, какой-то стоит знак. Я дохожу до этого знака, там дорога, и на знаке написано там типа пограничная полоса, там номер такой-то, Республика Беларусь, блин, думаю, блин, и там такой бугорок, я просто рухнул на этот бугорок,
с горем пополам достал каремат, и вот так в половину сложил, потому что земля холоднючая была, даже на каремате лежал. Я его вдвое сложил, просто подмастил, вот так упал, набрал человеку, говорю, блин, надо позвонить, надо номер, говорю, интернета нету. Ну, и мне говорят, там в группе пишут позвонить на 112. Я вспомнил, что да, я же тоже читал в чатах, что на 112 звонили. Я набираю 112, мне говорят, алло, типа, что у вас трапилось? Я, ё-моё, короче, выключаю. Набираю еще раз, там, алло, МЧС, там, Беларусь, там, я, о, блин, говорю, так и так, говорю, я, короче, говорю, тут лежу, тут, говорю, вышел. Он такой, говорит, а зачем ты это сделал? Я говорю, да блин, заставили обстоятельства. Он такой говорит, ну ожидай. Говорю, хорошо. Ну я лежу и понимаю, что, блин, я мокрый, короче, эти штаны у меня тонкие, у меня есть там подштанники и сухие штаны, но я понимаю, что я просто не могу этот рюкзак открыть, не могу его не поднять, ничего, потому что у меня просто нету сил, я вообще не могу встать, вот просто меня как блин, магнитом притянуло к этой земле, я лежу и все, ну, не могу, я с горем пополам с этой сумки вот этой, что через плечо было, достал грелки, засунул там на спину приклеил, засунул на грудь с двух сторон приклеил, думаю, чтобы этот, чтоб органы... Хотя ноги при этом не замерзли. Вот мокрые были, там просто стекло с этих берцев, а у языка сверху было, они не мерзли. Ну а дальше, понятно, вот от языка и по штанам оно начало замерзать, все, руки начали замерзать. Тут тоже у меня была там, ну, кофта термо и обычная там кофта такая не сильно теплая. И вот этот же шкитель, он ничего не греет, там ничего. Шапки не было, балаклава у меня и капюшон сверху от кофты. Этот. И я лежу и думаю, блин, я просто одеться не могу. Начал обклеиваться с этими грелками. Ну, я скажу так, помогло дебело, но все равно я замерз, блин, очень-очень. Правда, погранцы приехали. Я еще вторая банка у меня этого спирта была, я подпалил. И вот руки протянул. Ну, я не столько там погреться ее подпалила, чтобы они меня там увидели. Я им сказал сразу, я сижу вот прямо под знаком, там было написано там полоса или линия, что-то такое с номером, я им сказал этот номер. Этот. А потом еще они когда уже подъехали, а там, блин, прям на этом знаке еще и номер телефона, горячая линия их было. Типа, я уже не помню, блин, надо было сфоткать, конечно, это там из разряда типа 0800, там вот такие номера, как у нас, ну, что-то такого плана. Ну, смысл в том, что они уже все равно за мной ехали. Короче, они приехали, там на УАЗике, ну, я так понимаю, вот это там как опергруппа или разведгруппа, те, которые должны принять. Они приехали, нормальные вообще, там два срочника было и Летеха с ними. Срочники вообще молча стояли, Летеха там спросил, что как, там, говорит, а что ты тут лежишь? А я говорю, да блин, встать не могу. Они вот там, ну и помогли, все там, говорит, что как, я там рассказал, все. Он говорит, что с собой есть, говорит, мне надо сфоткать эти вещи, а я достал лайка, сижу, курю, сразу же он говорит, надо вещи сфоткать, я же этот айкос бросать, там, думаю, блин, как с нашими, там, он такой, да не гони, докури, там, посиди, говорит, отдохни, говорит, мы все равно никуда не спешим, там, ничего, блин, думаю, вот это да. Ага, ну и что, я там этот рюкзак открыл, там просто там вещи им показал, он зафоткал. Потом говорит, ну, типа, процедура, туда, говорит, наручники надо одеть, говорит, и чтобы ты в наручниках там показал направление. Я одели наручники, два раза спросили, жмут они или не жмут, там, блин, так, говорю, нормально все, сфотографировали, приехала другая машина, все, эти забрали вещи, положили мои вещи в машину, и эти вторые уже меня забрали и повезли там, не знаю, что это, застава там, не застава, короче, привезли туда, уже начало расцветать, да, я там у них сидел, ну это на улице, правда, было, они же говорят, типа, переодевайся, вот сняли наручники, говорят, переоденься, я переоделся в сухой, одел кроссовки, сразу те стельки теплые, ну вот эти, что химические, вкинул туда в кроссовки, одел сухие штаны, ну и что, и все, и они меня повезли, вот уже там часть их, не часть, не знаю, что туда привезли. Ну и там, что там, допросы, там, наверное, какие-то опера были, сначала погранцы были, ну, они в форме были, такие что-то там, звания типа майора что-то было, да, этот,
погранцы были, что там поспрашивал, ну так не сильно, он там поспрашивал, что как, типа, забрали вещи, забрали телефон они, ну как бы все как, потом второй пришел, то же самое там порасспрашивал, все записывал, там потом пришел, я так понял, их начальник, он такой построже, ну все равно с ним там общий язык можно найти, абсолютно нормальный, как бы, тоже он тут допрашивал, потом он говорит, сейчас тут самый главный. Потом они повезли, посадили в этот самый, посадили в бусик, повезли, пальцы там откатали. Да, привезли обратно, посадили там, ну оно не камера, а на улице такое, типа, наверное, как для прогулок, вот типа комната, такой забор сплит. И сверху ягоза, там ворота, ну, калитка, в калитке дырка, ты туда заходишь, руки протягиваешь, тебя наручники снимают, и там сидишь, там лавка, там что хочешь, короче, делай, сигареты не забирали, я вот сидел, там майка спыхтел, блин, думал о жизни, там, как говорится, хотя не спал, при этом вот я выезжал, перед тем, как ехать, не спал ночь, там, считай, там, пару часов, потом ехал, не спал ночь, и потом вот это шел, не спал ночь, и при этом же, грубо говоря, там нормально не ел, ничего, блин, оно такое, ну, организм такой истощенный вообще, ну, хотя силы так начали вот, понемногу приходить, хоть ноги начали подниматься, да, пальцы когда откатали, вот сюда привезли, и они ж типа пошли опять на допрос, там типа самый главный там зашел. Ну, он те же вопросы, он много не спрашивал. Он такой, типа, что убежал? Я говорю, да ну так и так, говорю, там, от войны туда-сюда. Он сразу говорит, сука, у тебя было денег с собой? Я говорю, да столько-то, столько-то. Он, все хорошо. Потом, ну, такое, короче, такие вопросы он задавал, типа, что как, он говорит, воевал, не воевал, там, потом говорит, как у тебя отношение, типа, к нашим службам? Я говорю, блин, ну, вообще вопросов нету, говорю, все хорошо, там, говорю, на уровне. Он говорит, ну, все, типа, иди. И пошел опять меня ж в эту, ну, камера, не камера, вот это на улице заводят, я смотрю, там сидит 6 человек, короче, все в наручниках. Ага, и в этот раз уже и с меня не снимали, короче, зашел, пацаны, а мы тут 2 дня, тут 3 дня. Ну, начали ж, как всегда, там рассказывать, кто откуда, что как, там, кто как. Там пацаны, один там с самого начала служит, другой там 1,5 года прослужил, тот с учебки убежал, там один только пацан был такой, что ему там до 25 было. А так все, короче, либо служили, либо с учебки убежали, вот так вот. Всех, короче, заставили, скажем так. Ну и все. И потом в этот же день пацаны мне говорят, блин, тебе повезло, сегодня, говорит, депортация, ты сегодня пришел, тебя, говорит, сегодня я отправляю. Говорю, ну, говорю, и хорошо. Завели там завели там в комнату, пришел опять вот этот, что, ну, не самый главный, а вот этот главный, короче. Принес чеки, говорит, пацаны, смотрите, вот это чеки, говорит, то, что заплатили за вас, за штраф, за депортацию, за там питание, там кого кормили. Ну, там вышло примерно, ну, $200 не вышло. Они брали по 200, брали по 200. Там где-то, скажем так, по 20 примерно, потому что они в белорусских рублях он отдал по 20 долларов где-то осталось сдачи, даже больше, там по 20 чем-то. Ну, короче, примерно где-то $180 вышло. У кого евро были, у кого доллары, там, ну, значения не имеет. Они что $100, что 100 евро считают, так что вот такое же. И он показал же эти чеки и говорит, вот смотрите, вот все, что заплачено, вот это сдача. Все отдал там до копейки, говорит, вот я вам сдачу на кучу отдаю, вот, говорит, вот этому типу там, ну, выбрал сам, говорит, вот этому я отдаю, говорит, а вы там уже дальше сами разберетесь. Ну, без проблем. Отдали телефоны, ну, сказали, включать нельзя там до границы, там, ну, хорошо. А потом опять, кстати, забрали, их отдали, потом опять забрали. Да, кстати, еще, вот когда погранцы приняли меня, он мне минут через 10 показал схему, ну вот так, она как-то была, ну оно в черно-белом вот там было, не знаю, где он ее взял, потому что это было в этом самом, это было в машине, как оно пришло, какое у них там оборудование стоит, показал, короче, ну все вот это объяснительно он уже написал там и пояснительно. И, короче, там фотография была со спутника. И был нарисован там мой маршрут схемой.
И он говорит, смотри, как ты шел, говорит, тебе надо было вот прямо пойти на этот самый, и ты на населенный пункт бы вышел. И я смотрю, блин, так реально, вот, ну, он показал так, как я и шел. То есть, ну, как-то оно пеленговалось, я не знаю как. Ну, правда, я уже и телефон включил, самолетик выключил тогда по белорусской, может, по сотовой связи. Блин, ну, не знаю как. Ну, вот они мне сразу же показали, как я шел. То есть, они видят все прекрасно, там, если у кого-то там какие-то там то я в чате читал, там кто-то хочет зайти в Беларусь, а потом до них, не сдаваясь, там пойти куда-то там чи на Польшу, чи на Литву, блин, даже не стоит. Это вообще, ну, вариант не прокатит. Все они там видят, все знают. По телефонам тоже я пришел с новым телефоном, они говорят, этот, какой код? Я говорю, да там код такой-то. Я говорю, только он новый, говорю, там ничего нету. Они, а что новый? Я говорю, ну, блин, ну, у меня такие обстоятельства, говорю, я старый оставил, говорю, мне с новым, с чистым надо было. Он говорит, этот, я говорю, если хотите, я говорю, я ничего не скрываю. Я говорю, могу вам он имейл сказать, там восстановим там и тот же Телеграм, и все, говорю, посмотрите. Я говорю, я там обычный человек, все. А он говорит, там мы уже типа все посмотрели. Не знаю, насколько это правда, может там за этот понтуется. Но я думаю, что правда, потому что он когда спросил код, я ему сказал код, он при мне э, разблокировал его. И там уже не было телеграмма. Я не знаю, зачем они его удалили. Ну, то есть без кода уже телефон работал. Ну, блин, не знаю. Короче, спецслужбы у них работают нормально. Есть у них, скорее всего, что оборудование жесткое, все, блин, поэтому не шутите, не врите, ничего, вот как оно есть, так и рассказывайте. Как оно есть, так и рассказывайте. Все поймут, все люди там понимают, как бы, и, короче, и к ним вопросов нету. Лишь бы не возникло там к вам вопроса, вот так скажем. Этот, ну и все. Отдал он деньги, там, отдал сдачу. Да, деньги у меня было с собой, короче, я брал $100 и 50 евро я ложил в паспорт, в загранник, в сумку, заматывал там в эти, ну, в такой пакет с застежкой вот этой, чтобы не промокло. И $400 отдельно я там брал и, короче, прятал в одежду, скажем так, чтобы не буду говорить где тоже, чтобы не полить местом уже еще кто спрячет. Этот прятал в одежду. Думаю, ну, на тот случай, если наши погранцы поймают, потому что там бы, блин, отвезли в ТЦК, не погранцы, так ТЦК, они пограбили, блин, забрали все, короче, и это, поэтому я спрятал $400, думаю, блин, ну, вообще без бабок, как бы скажут, что это, понятно, что это что-то не то, а тут 150, сказал бы, вот я брал там на штраф, там-то и все. Этот, а 400 остались. Может, если бы там поймали, у меня там был бы шанс еще на побег, и я был бы с бабками, вот так вот. И, кстати, я их там спрятал так, что я потом доставал, они там смеялись. Я говорю, говорю, не было, блин, было бы смешно, если бы не было так печально. Говорю, ну, объяснил им ситуацию. Говорю, блин, могло было быть просто так. Я говорю, это я вам там показываю, говорю, и знаю, что вы вернете там, говорю, а у нас бы, говорю, никто ничего не вернул бы. Короче, по итогу там собрали нас всех, вот было там 7 человек, был там один тип, у него был внутренний паспорт. На паспорте была просроченная фотография, он был потрепанный там, как, блин, тряпка, и у него было с собой всего лишь $50. Ну, короче, вояка, убежал там, все. Но смысл в том, что вот тоже там вопросы там с паспортом, не паспортом, лучше, конечно, лучше идти с загранкой, со всеми делами. Но я вам скажу, выпустили его, сказали, рассказывать, блин, полякам что угодно, там, стой у них там на коленах просить, говорит, чтобы они тебя назад не вернули. Говорит, если вернут, говорит, сделаем для тебя исключение и отправим в Украину, блин, ну так вот. Ну и он что-то им там рассказывал, его в итоге пропустили. Ну, смысл в том, что пропустили с внутренним паспортом. Не знаю, там пропустят ли другого, но вот такое вот имело место быть, скажем так. Потому что он им тоже там нафиг не нужен. Что его там держать в тюрьме, ну что с ним делать, вот что с ним делать. $50 у него было, естественно, они там у другого типа взяли, сказали сразу, вот ты будешь должен ему. Там как они уже там дальше разбирались, я не знаю. Ну, смысл в том, что выпустили его.
Все поехали в этом, привезли они там, у них там, видать, свой коридор, прям на этот самый, на таможню приехали, нам быстро все отметили, они сами позвонили, там автобус, в автобус сели, в автобусе водила подошел, такой, типа, по 100 баксов, кто-то там, то было ж, типа, 50, не, уже 100, говорит, ну ладно, 100 так 100, но, говорит, 100 я везу до Варшавы, ну давай, типа, этот, переехали границу. Да, они сказали, выкидывайте все, сразу там мешок поставили, говорит, все выкидывайте, плоскогубцы, там ножи, блин, ну ножи, естественно, позабирали, ну у кого что там, какую-то фигню этот, говорит, все выкидывайте, что вы максимально, вы туристы, говорит. Говорит, ну, смысл в том, что мы вас тут обратно не хотим видеть. Ну, понятно, им там Марокко опять это писанина, опять эти бумаги. Понятно, что они там повезут там на Литву, наверное, еще куда-то. Ну нафиг оно надо. Уехали и все. И всем спасибо, все, до свидания. Они за нас забыли, мы за них, там, скажем так. Короче, на этой же сели, да, этот перевез нас на польскую границу, там людей не так много было, ну были, но они как по отдельному, там очередь другая стояла, нас по отдельному. Сюда зашли, этого за паспортом начали, долго держали, короче, что-то его там спрашивали, нас нормально, все там. Первый раз, честно говоря, я там в Польшу ездил, там до этого, там, ну, проездом, там, транзитом я ездил, там, и в Литву, там, и дальше, короче. Этот, обычно поляки, блин, они выносят мозг, просто выносят мозг, они там русский не понимаем, украинский не понимаем, хотя прекрасно понимают, вечно морозятся там, блин. А тут нормально, там две девки нормально подстраиваются, там по-русски разговаривают, там, ну не то, что там, ну понимаешь их, они там, пытаются там по-русски там говорить, там этот, чтобы понятно было. Все, там досмотр, все, посмотрели рюкзаки, эти забрали ж паспорта, они там отмечали, а это тоже, кстати, смотрит у меня рюкзак, такая, а что он типа этот, военный, я говорю, да, ну я говорю, не военный, она что рюкзак такой, я говорю, так купил, говорю. Ну, а понятно, говорю, что хороший, говорю, могу подарить. Так, да не надо, такие поприкалывались. Она такая, открывай, смотри. И у всех она там разворачивала эти вещи полностью, там раскручивала, у кого скрученные, там штаны, все. У меня такая начала лезть, я вот повыкладывал, там то, что одеяло было, там этот выложил. Она такая дальше в рюкзак лезет, там берцы лежат у меня грязные, тут в эти грязь, там листья какие-то, блин. И она такая смотрит, они мокрые на самом дне рюкзака лежали. Она такая смотрит, только их открывать. Она такая в перчатках резиновых. Я говорю, блин, лучше не надо. Говорю, там носки еще мокрые. Она такая, блин, поржала. Этот, закрыли этот рюкзак. Все, говорит, идите. Короче, туда дальше выходим, там еще кабинет. Сидят две бабы, полячки, такие постарше уже. Ну, такие меня первого, типа, иди сюда, я захожу. Они, что, где переходил, там, куда перелазил. Ну, блин, я сказал, какие, что мне говорит, что я турист, там, этот. Я говорю, ну, так и так. Понял. Они, да, они говорят, какая область? Я говорю, да я не знаю, я говорю, в Беларуси там не ориентируюсь там на дурачка. А они такие, да не, в Украине. Я говорю, да ну там-то. Они, ну, понятно, типа. Ну и больше так вопросов они там особо не задавали. Тоже, типа, что ты, что рюкзак такой? Я говорю, это, та, говорю, купил рюкзак. Говорю, я воевал, не воевал. Этот, телефон покажи. Я эту показал, они там не рылись ничего, просто контакты зашли, глянули, у меня там 3 контакта там было, я же говорю, свежий телефон. Ничего не спросили, ничего, вышел там. Пацаны заходили, им там больше вопросов, кому больше, кому меньше, там, у кого там и лазили в Телеграме, блин, ну, не как-то так. Ну, они вышли, говорят, все, иди на этот самый, иди на автобус. Вышли, автобуса нету, и нету, нету, и нету. Думаю, а где он есть? Короче, выезжает. Злой такой, блин, поляк этот. Мы садимся, он забегает, что-то там, пердоляка, мордоляка, короче, что-то орет, там слюнями брыжет, этот. Мы сидим и убежал такой, поорал и убежал. Я сижу, говорю, блин, говорю, очень интересно, говорю, ну ничего не понятно. А пацан там польский знал, говорит, а он там, говорит, расстроен его там, говорит, автобус обыскивали из-за этого, что типа с паспортом пацана. Что-то они там русский паспорт у него искали, что-то такое, блин, этот, ага, короче, нема его там минут 5, наверное, прошло, зашел, он уже такой остыл, видать, такой, все, ну, то, что он по-польски там матюхался, а то, короче, зашел опять такой, типа, все, короче, за вот это с вас, блин, еще по 20 евро.
если хотите до Варшавы. Мы такие, да хер с тобой, короче, давай. Говорит, давай мы тебе, вон, белорусские рубли есть, ну, у каждого там сдача по 20 евро как раз осталось, там, типа, ну, чуть-чуть больше. Мы такие, даже больше. Вот. Он, все, давай, довольный, ухватил те бабки, поехал, вывез нам, там, ну, не знаю, там отвез, может, там пару километров провез, там стоял этот минивенчик такой, и, короче, тёлка за рулем сидела, он тут развернулся, пересадил нам и поехал, видать же, ж обратно на границу туда. Таких же забирать, наверное, еще этот. И она нас вот до Варшавы там догнала, мы этот. Я, короче, всю дорогу спал, потому что я просто меня вырубало. Да, что хотел сказать. Короче, ну вот и вся история. Там я дальше уже поехал, не буду говорить куда, там поехал. Что хочу сказать. В Европу я там особо не стремился. Вообще изначально как бы из Украины там уезжать не стремился. Ну, выдавили меня, скажем так, власть. У власти вот эти шестерки в виде мусоров и ТЦКшников, они просто выдавили, они вот это ТЦК и мусора. Все. ТЦК без мусоров, они сыкуны трусливые, то они там называют, а ты там, ты сыкун, блин, да вы, сука, сыкуны, они ходят по 20 человек, и чтоб их даже 20 человек, они боятся в 20 ходить, они берут с собой хотя бы одно мусорило, вот это, блин. А если с тобой, блин, мусор, если с ними мусор, то все, уже трогать нельзя. Если ты мусора тронул, то это уже другая история. И, короче, ну и вот так вот людей, блин, либо, короче, выживают нафиг оттуда, либо он в расход туда на окопы. Мне воевать незачем и незачем, короче, я там не хочу, поэтому я уехал. Просился остаться у них, они сказали нет, нифига. Я, кстати, что говорю, потому что очень много тут в чате задавало вопросы, а что если остаться, а что если остаться, и я задавал этот вопрос, никто на него не дал ответ. Я вам вот сейчас говорю, если вы вот так зайдете, перейдете через границу, вас там никто не оставит. Вы нарушили закон, законы у них работают, законы у них действуют, ничего, никто, ты нигде не подмажешь, не подкупишь, ничего. Ты считаешься, вот как мне сказали, ты считаешься экстремистом, и такой опции, как остаться, тут нету. Говорит, ну, депортация на 3 года, говорит, отсчитывай 1 день, жди 3 года, и тогда свободно можешь заехать, свободно. Если ты там ничего не чудил, ничего, как бы, ну... А тут при любых обстоятельствах, каким бы ты там ни был, тебя не оставят. Не оставят. Там раньше, может и оставляли. Там, ну, я там спрашивал тоже у сотрудника этой службы, там, говорю, а как там, говорю, этот, он говорит, было, ну, он не стал отвечать, но я так понял, что наш народ там ехал туда, и я так понимаю, что поднасрал, и они теперь не хотят. Они не хотят, это для них головняк, блин, он мне так сказал, говорит, разбираться сейчас, оно можно было, как бы, ну, разбираться с этим, нету времени у них вот так вот, потому что поток идет большой, хоть там и немного там просится остаться, ну, такие люди есть, и ними надо заниматься, и, короче, мы представляем угрозу безопасности, вот так он сказал, и все. Ну, я как бы там ни обиды, ничего на них нет, я понимаю все, я понятно, что я нарушил закон, мы на камеру все там говорили, что я умышленно нарушил государственную границу. Умышленно, да, я согласен, я умышленно, ну, меня заставили обстоятельства, вот так вот скажем, и все. Еще хотел дать совет тем, кто там решается, но боится. Блин, пацаны, никто не бойтесь, сидите. Там такие места, что просто потихонечку. Я вообще шел как ниндзя, вот просто ниндзя. Меня не слышно, не видно, я жарю, блин. Да, конечно, это ушатало. Да, конечно, это было, блин, долго. Если бы я знал, что тут впереди там ничего нету, я шел бы там быстрее, там увереннее. Вот если там второй раз мне предстояло пройти, да, я уже знаю там, что впереди. А так, оно за этими зарослями не видно. Я все боялся, что
что я выйду, и я в что-то упрусь, во что-то уткнусь там, блин, и пока я по этому лесу буду идти, там, потеряю силы, все, и меня даже и ловить не надо будет, я просто на них там выйду и все. Ну, получилось вот так вот. Я шел потихоньку, осторожно, с биноклем, нигде не хрустел, не шумел, ничего, мусор не раскидывал, все было аккуратно, все было как бы вот так. И плюс, вот смотрите, сейчас вот начнется весна, начнется зелень. Когда начнется зелень, там, блин, там тогда вообще никто не уловит. Вообще никто не уловит. Ну, только если будет, ну, не знаю, там и от собаки можно уйти, блин. Потому что там куча этих, там зверей живет куча. Да я уверен, что там даже охотники не ходят. Там просто все потоптано, порыто кабанами, потоптано этими козами, блин. Живности куча. Там ночью я когда шел, оно, блин, везде с под ног срывалось. Там, блин, можно обосраться просто. Оно там, побежал этот козел, блин, побежало там еще что-то. Там был такой момент, что я просто сел посмотреть карту, что-то там такой бежит в мою сторону, блин. Я такой встал, такой, оно раз остановилось, блин. Ну и ни туда, ни сюда, не шуршит. И этой лопатой, короче, по дереву такой, бум, оно побежало в другую сторону. Что оно там было, фиг ее знает. Ну, я же говорю, это либо кабан, либо козы, там, оно то шарится, там, оно повытоптывало тропинки. Зазеленеет все, там вообще, вот этих порослях, ты туда, если залезешь, блин, там ни один дрон не найдет, ни один погранец. На машине туда не подъедешь. Ну, я выбирал себе место, я конкретно за свое говорю. На машине туда не подъедешь, дорог там нету, ничего там, ни на мотоцикле, ни на каких эндуриках там и не выдумайте, ничего там, ни на квадроциклах ты туда ни на чем не проедешь. Поэтому там даже, я жарю, если вышел, за тобой никто не приедет, ты там один и все. Единственное, вот это хорошо, вот связь ловила. Тебе просто надо будет идти, если рассчитываете на то, что кто-то приедет, никто не приедет. Туда идти надо будет, чтобы тебя забрать полдня, никто этого не будет делать, а на машине не доедешь. Вертолет зато никто не будет посылать. Поэтому только на свои эти силы рассчитывайте и все. Сил уходит дофига. Ну, скажу так, мне, короче, 40 лет, да. Но я при этом, там у меня нету ни лишнего веса, ничего, я там нормально себя чувствую. И я что-то пришел, блин, у меня ноги не поднимаются, у меня все болело просто каждая ну, ноги, вот представьте, вот с 7 утра ты идешь и коленку ты поднимаешь на уровень пупка, вот целый день ты вот так идешь. И я так вымотался, что я жарю, ноги не поднимались. И когда меня вот тут в конце дня уже там завели в ту камеру, и там было еще 7 человек, 6 человек вернее, я думаю, блин, ну я тут, наверное, один такая тюфтеля, блин. Смотрю, а там пацаны такие, блин, по 26 лет, он еле с лавочки встает. Думаю, не, ну, значит, блин, все-таки не во мне дело, а все-таки оно так серьезно, так тяжело. То, что те шли тоже, говорит, блин, да ну мы целый день через эти деревья там перелазишь и вымотались тоже. Ну, короче, вот так. История закончилась хорошо. Когда я приехал уже на место, тут вылез с автобуса, блин, смотрю, взлетает самолет этот пассажирский. Думаю, ё-моё, думаю, блин, люди живут, а ты там ходишь, прячешься от всех, блин, тебе не выйти, ничего, ну, просто, просто. Просто это мерзко, короче. Это просто мерзко. Вот так вот. Ты выходишь на улицу, и как будто у тебя, блин, в каждом кармане по килограмму героина. Вот так вот. Блин, и все об этом знают. Вот так вот. С вот таким чувством ты ходишь.